Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые рыбы и рыбки тоже. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 30 сентября. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Сентябрь – месяц ясности. И помимо того, что мы будем прояснять, как будто будет еще одновременно много работы. Может быть, перемещений каких-то, активности в целом. Ну, давайте узнаем. Достанем на колоде Ленорман, которую прорисовал Чиро Маркетти. Достанем 4 карты как знаки судьбы. Чем вам, мои дорогие, доведется или, ну вот, необходимость будет заниматься чаще, дольше, чему уделить пристальное внимание, ну или на что обратить, может быть, это самое внимание. 4 карты достаем, как 4 знака судьбы. Что нам тут расскажут? С чем это связано? Основа. До конца месяца чего-то. Или, может быть, и карты будут подсказывать. Держи в фокусе внимания. И должна сказать, что планетарные транзиты для нас создают такую палитру, что та тема, которая когда-то для вас была актуальна, вновь принимает какой-то новый либо оборот, или выносит на поверхность некоторые нерешенные вопросы. И эти вопросы могут быть двояко. Это может быть тот проект, который вы сами когда-то начинали, потом забросили, а теперь себе скажете «пора». Или, может быть, некоторые согласования были там, да, или договоренности, но не было доведено до ума или до какого-то логического смысла. Вот тоже какое-то дело может возникнуть как бы с новой силой. И значит, порядок надо навести в конечном-то итоге в своей жизни. Может быть, это даже с человеком связано, и люди могут возвращаться. И тогда примите тот факт, что это не обязательно будут те, кого мы рады видеть, но вот есть те вопросы, которые создавали в нашей жизни путаницу. Вот теперь нам придется либо адаптировать под день сегодняшний, либо организовать уже в каком-то новом ключе. Поэтому карта «Что» или «Кто» спешит в вашу жизнь. Неожиданности. А вот в чем ваша фортуна? Энергия любви, энергия денег, энергия ваших достижений. Ладно. Итак, дворец, мои дорогие. И эта карта говорит как шестерка пик, да, или шестерка, будем говорить, мечей. Это карта новых начинаний, кстати, или нового жизненного пути, когда мы должны на что-то решиться. Не просто решить, а еще и решиться. Но это потребует от нас совершенно новой организации. Возможно, переезды, правда, такое у кого-то может быть. Или это вынужденная релокация офиса, но значит одновременно это могут проходить еще какие-то документы, договоренности. Или уже построение новых планов, вот на будущее именно, в плане прогресса. И вот для того, чтобы этот прогресс состоялся, мы можем узнавать, как работает в отношении нас закон. Мы сами можем как-то распределять свой график работы дня, даже каждого менять. Мы именно хотим свою жизнь упорядочить, не только прояснить, а еще и упорядочить, чтобы было для нас как и четко понятно в плане места пребывания, в плане того, как на нас работает закон, или вот что-то, что имеет смысл на долгую перспективу. По этой карте это определенные структуры могут проходить, как чиновники, или, может быть, люди, которые отчасти наделены властью. Ну и вам критическое мышление, все-таки пики – это интеллект, как мечи в колоде Таро. Значит, придется что-то анализировать. Есть то, что, вот знаете, не на эмоциях мы должны сделать, а холодной головой. И в конечном итоге мы тут и адаптируем какую-то ситуацию, либо под нас, либо сами адаптируемся, а потом организовываем в каком-то новом ключе. В целом это нам приходит какая-то стабильность, понимаете? Может быть, какие-то традиции тоже вы тут будете соблюдать. Вполне вероятно. Давайте откроем вторую карту. Вот, может быть, есть желание вот от таких крысок, мышек, ведь это всегда какой-то урон. И это не есть что-то глобальное, когда вот, ну все, вот прямо, знаете, все словно разваливается, превращаясь в руины. Нет, но есть постоянный какой-то вред или, ну ведь это мелкая пакость. Вот так и хочется сказать. Мыши, да, ну вот покусали и все понятно, продукты, вещи, это уже
ну, только выбрасывать. Мы понимаем, что нам что-то мешает, мои дорогие. Вот явно вам что-то мешает. Поэтому, наверное, и первая карта башня, и все то, что я сказала, вам как раз от вот этих вот таких мелких пакостей или какой-то, ну, такой бестолковой задачи, работы, когда вроде бы вы что-то делаете, а потом все усилия кто-то, или вы уже, может быть, даже сами понимаете, да, вот лучше бы я этим не занимался, потому что воз иный не там, или это как-то связано с конкретным человеком. Очень часто, кстати, по этой карте именно люди ненадежные проходят. Те, которые быстро меняют свое мнение. Те, которые преследуют свою выгоду. Вот выгода есть своя, и все. И вот он сегодня, он с вами будет и мил, и любезен, или мила, и любезна, как угодно. А завтра все, вот какой-то, знаете, как это, компас перевернулся в другом направлении, и уже тебе как будто забывают или ничего, все, что ты делал хорошее, кто-то перечеркивает. У нас, да, это нам не навредит, как бы, да, вот так вот, или если навредит, но незначительно, но это постоянно нас отвлекает от дела. Мы куда-то потратили силы, средства совершенно напрасны, а могли бы заниматься чем-то более приятным или более рационально себе в пользу какое-то время уделить. Правда? То есть, ну, вот разные такие составляющие. Подумайте. Увы, в жизни, наверное, каждого из нас есть или персоны такие, ну, или какие-то пустые дела, которым на самом деле лучше бы и не занимался. И благодарности никакой, ну и для нас как бы тоже никакого прогресса. Вот только то, что в прогрессе. Третья карта, да, в прогрессе. Вопросы дома, вопросы жилья, место вашего благополучия, куда вы приходите отдыхать, восстанавливать силы. Но согласитесь, наш дом– это то место святое, можно сказать, куда мы себя приносим, причем разных. Мы можем быть и злые, и рассерженные, мы можем опечаленные, озадаченные, или наоборот, мы чем-то восторжены. Дом нас принимает любых. И вот, может быть, кто-то будет порядок просто дома наводить, хлам выбрасывать или какой-то ремонт делать косметический. Может, какие-то предметы вы, да, такие приобретаете, которые в целом вот этот уют, комфорт создают. Но именно порядка-то больше хочется, и уюта, комфорта тоже. Как порядка в документах, в понимании, что сегодня, а что дальше, так и буквально обустроить свое жилище. И, может быть, в целом это вопросы и стен буквально, или место вашего проживания, и одновременно это еще и ваши домочадцы. Ну или тот круг людей, который вхож в ваш дом, с кем вы общаетесь чаще, или с кем вы хотите быть дома. Может, у кого-то новая история любви, почему нет, и вы будете что-то планировать. Возможно, на далекую перспективу. Может быть, даже планируемые построение отношений уже с юридическим оформлением по традициям, да, я сказала, и такое может быть. Любовь, личная жизнь, но в каком-то новом формате, в новом ключе, сказала бы так. Ну и где-то ваши достижения. И вам тут какой-то рационализм точно потребуется. Вот здесь нельзя ни разу соскользнуть на эмоции, тучи. И туча это не есть что-то постоянное. Вот уже выглядывает солнце. То есть это какой-то явно, поскольку мыши, тот период или, может быть, контакты с конкретными людьми или задачи, когда вы… Это вам знакомо. И, в принципе, я могу предположить, что у кого-то, может быть, как сожаление, зря еще раз доверилась, действительно, или зря я там приступил к какому-то делу, помогая, может быть и так, потому что потерял сам время, и вам, как вот видите, как демаркационную, может быть, линию захочется провести, то, что незначимо, как будто, ну, все-таки исключить из своей жизни. И именно заниматься до конца сентября, проясняя то, что интересно, то, что для прогресса будет служить для вас, или буквально обустраивать свой дом, свое жилище. 6, тем не менее, победа. И карта говорит, выглянет солнце, все встанет на свои места, все прояснится. Может быть, мы и не можем, да, мы же не должны вот этих мышей, крысок воспитывать, но мы можем сделать красивый реверанс и просто как будто исключить их из своей жизни, если это касается персон. Ну, кто знает, может, кто-то вот именно дома наводит такой порядок, делает грандиозный капитальный ремонт, перестраивает жилье так, чтобы не было там того, кого не надо, да. Ну, увы, и такое тоже бывает, это же наша жизнь.
но все-таки победа будет. Но королю треф соответствует. И это, знаете, жизненная активность, напор. Это уже именно желание что-то менять. Это где-то и лидерские позиции, и поэтому победа. Пусть не сразу, карта немножко бежит вперед. Где-то это касается даже карта башня, то есть это всегда перспектива. Если мы говорим традиции, да, или какое-то оформление, документы, то есть, ну, это какая-то история более продолжительная. Или она только начинается, и как вам обустроить это дело. Ну, может быть, с кем-то тут она и заканчивается. Это, да, вы подпишете документ, если вы кому вы прежде помогали, вы тут тоже можете что-то пересмотреть. Контракты, брачные контракты, соглашения, может быть, или те же контракты по работе. То есть мы для себя хотим больше ясности, для себя больше плюсов. Поэтому вы все равно все расставите по своим местам. Что или кто спешит в вашу жизнь? Ну, что тут скажешь? Правда, и вопросы дома, и самые близкие, ваши любимые, вопросы любви и тема финансов. Порядок, счастье, радость спешат в вашу жизнь, мои дорогие рыбы и рыбки. Понятно, у каждого в своем ключе. Может быть, есть еще и нерешенные финансовые вопросы, может быть, еще и жилищные, но это значит, вот спешат эти энергии в вашу жизнь, чтобы вы им уделили внимание. Давайте узнаем, а что в неожиданностях. Ну, есть и то, от чего мы устали. То, что было много раз повторено, а результат, ну, понятно какой, да? Как будто там у погоста сидит девушка, и, ну, да, может быть, пришла такое заключительное воспоминание, визит какой-то наносит, где-то вспоминая о том, что было, но все же она сейчас встанет и выйдет из прошлого. И всегда десятка мечей нам говорит об одном – закрой в прошлое дверь. У вас могут, знаете, как складываться события, ну, может быть, новости, какие-то разговоры с людьми, которые вас подводят к какому-то итогу. Может быть, не совсем и тема новая, да, вот мы говорили, но понимание того, что я сделал все, что мог. Я уже тут ничего не могу изменить. Я только себя, как в тираж, каждый раз пускаю, либо заново пробуя, или заново доверяясь, или пытаясь что-то переделать, есть какая-то прежняя тема. И тут у каждого по-своему будет. У кого-то это через работу, у кого-то через личную жизнь, да, или какие-то достижения, может быть, финансы, откуда они к вам приходят. Вы видите, что какая-то стратегия и тактика себя попросту изжила. И, может, вы придете к выводу, что у меня, наверное, даже поэтому и не получается, что мне как пространство, Вселенная в этом направлении просто закрывает двери или пытается это прошлое само от меня оттолкнуться, но более целесообразно уже с этим, ну, как бы более осмысленно подойти к этому вопросу, нежели снова и снова себя опять тратить, а итог он как бы вам уже известен заранее. В чем же ваша фортуна? Знаете, какие солнечные карты. И где-то королева Пентаклей, да, проходит, как наши близкие, если мы говорим, супруги, да. И не важно, что выпала королева. Ну, у кого-то буквально это девушка, женщина, жена, да, мать. А у кого-то, может быть, это такой заботливый мужчина. Вот, кстати, я такое тоже допускаю. Мы по полу, опять же, не смотрим. Здесь нам тем более семья показана. Поэтому вопросы семьи, брака, дома, жилища. Опять же, откуда приходят деньги? Вот вы знаете, все вокруг той темы, которая вот началась в самом начале. Видимо, это основа основ для вас до конца сентября. Организовать в каком-то новом ключе. Провести какую-то, может быть, демаркационную линию над прошлым, когда, ну все, тут уже действительно сделал все, что мог. И вот в этой организации, как и по части заработков, так и быт, так и дом, да, какой-то прогресс, в этом вам высшие силы, фортуна помогает. Ладно, давайте мы узнаем энергия любви. Ну, вот была какая-то разочаровывающая ситуация, явно это может быть какой-то даже далекий опыт. Или какое-то сожаление, может быть, не обязательно ведь это именно контакты с близким, любимым человеком, а может быть и есть такое, но это могут быть родственники, это может быть круг людей, который вхож в ваш дом, то есть тут самые разные задачи. В целом это те эмоции, называется пятерка чаш в этой колоде «Вытоптанный сад». Я говорила вскользь, вот где-то мыши, да, вот этот урон.
так и вытоптанный сад, как будто мы-то старались как лучше. Но вот получилось, что кто-то сапогом потоптался в душе. Ну, как будто нам карты говорят: нет, сад живой. Ну, порядок навести нужно, мы об этом с вами и говорили. Ну, убрать вот эти опавшие лепестки или то, что уже явно засохнет, обновить, как будто, да, расставить эти чаши заново, и все, твой сад будет цвести и благоухать. Ну, да, тут надо навести порядок, а и принять, может быть, и пусть не в этой колоде по пятерке чаш есть такое значение, как выплакать горе. Ну, принять то, что мы не можем изменить. Проводить прошлое, мои дорогие. Ну, и я еще часто говорю словами Клаудио Пинейро: лучше не скажешь. Над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Ну, принять какое-то сожаление, тем не менее. Энергия денег. Вот смотрите, две пятерки, есть еще какой-то дисбаланс. Всегда пятерка недостаток. Или нет пока, как базиса какого-то, нет уверенности. Нет уверенности в людях. Нет уверенности, как будет развиваться какое-то дело, задуманный вопрос, есть какое-то противостояние. Может быть, мои дорогие рыбы, вы будете уходить от этого недостатка и противостояния. Потому что где-то это может, вот интересно, да, поэтому, может быть, и хочется и жилье, вот те вопросы быта, как мы говорили, которые на повестке дня. Вас как будто пространство, вселенная и помогает, и подталкивает. Не оставить что-то на потом, а именно до конца месяца вам нужно с чем-то определиться. И вот тогда вот этих недостатков, проблем или какого-то взаимодействия кривого, неправильного тоже будет меньше. По пятерке жезлов двое меряются силами. Для чего? Да никто не знает, для чего. Вот и мы можем столкнуться с такими людьми, которые вот просто захотелось, да, сейчас. А зачем, человек не знает. А пройдет пару часов, а он легко переключит внимание на что-то другое. То есть действительно иногда по пятерке жезлов, даже если нет урона где-то, да, вот как от мышь портят продукты, но мы, общаясь с такими людьми, портим себя самих. Потому что мы свою энергию распыляем совсем не в том направлении, куда следовало бы, по крайней мере, вот нам уже сказали об этом карты. И я называю пятерку жезлов картой информационного хаоса. Поэтому тут и в хаосе в каком-то, или откуда к вам приходят деньги, каким образом зарабатывать, дополнительный заработок. Тут у каждого что-то свое будет. Но вам в этом действительно нужно навести, ну, какие-то более четкие ориентиры. Вам нужно на что-то решиться, это снова я говорю, и решить, и решиться надо. Иначе, ну, вот так мы и будем. И с нуля в рогожечку, да, иногда такое бывает. Или опять согласимся на что-то совершенно непригодное, и потом опять получим какое-то разочарование, понимаете? Или будем опять же продолжать то, что не имеет смысла. Вот решайте и решайтесь, мои дорогие. Энергия ваших достижений. Вот, наверное, решится основная тема для вас. Вам пространство очень доброй возможности, а вот как будто, может быть, кому-то хочется все и сразу, или оставлять что-то все-таки жалко. Мы к чему-то явно привыкли. И мы сами ведь это подзастряли вот в этих тучах. И уже, собственно, тучи-то отходят, вот уже выглядывает солнце. А нам кажется темновато, потому что мы все вот в сторону туч, пока она плыла, вот этот дождь. Тут уже и дождь-то заканчивается с одной стороны. А мы еще вот в этом бесконечном дожде, вот так карта, мои дорогие, называется бесконечный дождь. То есть пока мы не начнем свою активность, пока мы не начнем что-то делать сами, пейзаж не меняется. Решайтесь, энергии более чем благоприятны. Я благодарю вас, мои дорогие, любимые рыбы и рыбки, за то, что вы смотрите мое видео, за то, что вы пишете свои душевные комментарии искренне. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.